Мгм. Да, всё, пошло. India Love. I love India. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Очень красиво было. Самый лучший кавер. «Я люблю тебя». Что случилось между девушкой и... Это просто какие-то были эмоциональные качели, на самом деле. Я вообще, на самом деле, никому такого не желаю. Мне как-то это нравилось и не нравилось в один момент. То есть это... Вот сам трек, если брать, то это какой-то для меня этап взросления был, если честно. Ты сам это все понял? Те мысли, которые ты сейчас излагаешь, ты сам понял? Или ты ходил к специалисту как-то, возможно, когда-то обращался к психологу? Обращаться я обращался один раз. Но не по этому случаю. Но не в этом. Это было недавно. Я обратился, рассказал, он говорит, у тебя все окей, иди. А возможно вообще творчество строить не на эмоциональных качелях? Когда ты пишешь треки, когда ты пишешь музыку любую, просто надо в поток войти. Это не всегда какие-то эмоциональные качели. То есть это вообще даже если на нашем творчестве отражать, то... Это навык, да, прежде всего. Да, это навык, и он также вырабатывается. То есть ты должен заниматься этим постоянно. Самое начало истории. Я на твоем миллионном канале дам второе интервью. Вы объездили немало городов. Как вообще в целом после насмотренности, по-вашему, выглядит Ижевск? Он сильно развит, не сильно развит? Чего не хватает? Блин, родной город, я не знаю, как это тебе сказать. Для нас это любимое место, как ни крути. Любимое место. Просто мы развиваемся и идем дальше. То есть наши переезды, наши все действия, они же сделаны, мы делаем их для того, чтобы становиться лучше, развиваться, но вот тут все равно всегда это место, и хочется всегда вернуться сюда. Я бы хотел спросить у вас про ваших родителей. Бизнесмены, учители, чем они занимаются? У нас мать, она была учителем по музыке, потом, как только мы родились, она уже полностью посвятила себя нам. Отец, у него было много разных направлений, но это в основном была торговля. Ну, то есть предпринимательство. Да. В одном интервью сказали, что вам, по сути, вас родители натолкнули на то, чтобы пойти в музыкалку, или прям отдали в музыкалку, потому что они увидели у вас талант. Потому что вы там с 5 или 6 лет, говорили, там, или 4 вообще начали проявлять вот это, вроде как кривляться, там, что-то петь, что такое делать. Но это же не очевидно. То есть родители, многие не отдали бы в музыкалку. Или спросили бы, а вы бы сказали, что боксом хотите вообще заниматься. То есть вот это заметить, это супер важно. Как вообще вы к этому относитесь? Понимаете, что это решило прям супер вашу судьбу? Мы, знаешь, мы просто вечерами устраивали караоке, караоке вечера, и мама покупала много дисков с песнями и учила нас петь их. Мы знали реально очень много песен в 3 года, нам было 3 года, даже не 4 еще. И мы начали очень много песен петь, очень много. И потом у нас же был сосед, знакомый нашего папы, и он сказал, что мои дети любят петь, они постоянно поют дома, то есть мы постоянно реально пели с 3 лет. Он говорит, а вот тут рядом есть колледж музыкальный, отдай их туда. Он сказал маме, мама такая подумала, почему бы и нет. Вот отдали, и все, пошло-поехало с этого. Мы пели, играли на фортепиано, пели, играли на фортепиано, вот. То есть просто... вот как говорит мама, она не могла даже подумать в то время, что мы можем стать музыкантами. Конечно, она понимала, что мы музыкальные дети, но именно почему-то не было у нее этой мысли. То есть это реально судьба. У многих же родителей еще есть паттерн, что на музыке нельзя заработать, вообще на творчестве нельзя заработать. Об этом даже куча в фильмах тем поднимается. Вот это юношество, которое у нас есть до 6 лет, там детство, оно предопределяет вообще всю нашу жизнь. Многое, да, точно. То есть все, что в нас заложили в эти 6 лет, оно так и будет потом. Вот
Я согласен с этим, то, что это реально очень важный возраст до 6 лет. Согласен. А как ты думаешь, если, например, до 6 лет, там, до 8 лет пусть даже, человек там не проявляет каких-то предпринимательских, может быть, наклонностей, или актерских, или каких-либо других, то есть невозможно определить пока что, чем он хочет заниматься. Потом, возможно, из него там, в 30 лет воспитать музыканта. Возможно ли потом себя найти, или нужно все-таки вспомнить, что ты любил до 6 лет? Да у каждого же какая-то вот мысль приходит в разном возрасте. То есть изначально кто-то сразу, да, проявляет, кто-то может там в 25, в 30 что-то осознать. Ну, на этот вопрос нету одного ответа. Как по мне, нужно просто делать то, что, ну, тебе по душе. С этим бывает тоже определиться до конца просто. Ну, вот то, что тебе легко, то, что ты не считаешь работой, я бы сказал. Ну, время, за ним вообще не следишь. Там просто пролетает время незаметно. Ну, в целом, да, есть такая логика. Но все равно, я думаю, даже у каждого с детства изначально что-то было. Но если этого не было, зачастую эти люди, ну, к сожалению, они в дальнейшем не задают этот вопрос. Ну, да. А вот дети, которые изначально думают, что они хотят чего-то добиться. Так что, наверное, все-таки на Сейчас, родителей. как по мне, все хотят чего-то добиться. Есть такая тенденция. По крайней мере, она есть в медиа. Ты сильно замечаешь ее. Ну да, сейчас поколение Сейчас у такое. всех есть ответ на этот экзистенциальный вопрос. Как родители сейчас на вас смотрят, что говорят, как относятся, когда видят, что в определенном смысле вы точно добились успеха, как их отношение, может быть, поменялось? Все то же самое на самом деле. То есть любят, верят, гордятся. Нам повезло в этом плане, что наши родители всегда была вера от родителей, а вот от окружающего мира не всегда. Я думаю, это все равно выработало вот ту же самую уверенность в себе, про которую мы говорили, потому что ну, она у нас изначально все равно была какая-то уверенность. Точка опоры, да мы сами, знаешь, друг другу опора, понимаешь? Как ни крути. Как один человек. Да, да. То есть ну, мы как инь-янь, как ни крути. Как поменялась ваша жизнь, когда появилась статья в Википедии и 6 миллионов подписчиков на Ютубе? Не могу сказать, что именно после этого что-то поменялось, просто люди знают нас, пишут нам, кто-то любит, кто-то ненавидит. Я постригся, помню, в этот день. Как-то стрижку поменял и посвежее стал. Кстати, почти 500 миллиона уже детства песня. Последнее интервью, которое я с вами смотрел, там было около 200, по-моему, 250. Да. Помимо прически, что поменялось. Я не поверю. Вы остались в Ижевске, и для меня это больше всего вопрос. Для творческих людей. Вам его задавали тоже уже много раз. Но я все равно не могу понять, это создает ваш образ или вам реально здесь комфортнее? Потому что я сам из Челябинска, и я знаю, что я получаю в Москве. То есть я получаю творческий рост, в том числе и творческих людей гораздо в большем концентрации рядом. Вот. Это И не, 100%. и не могу понять, почему у вас как будто бы обратная ситуация. Знаешь, у нас мы и в Москве живем, и в Ижевске. То есть просто сейчас у нас такой период, ну, есть Написание песен? Ну, это тоже, и просто есть некоторые моменты, из-за которых нам нужно быть здесь и сейчас. То есть это семейный Я понял. такой момент, из-за чего нам нужно быть здесь и сейчас. Вот. Но это же наша родина, понимаешь? Ижевск — наша родина. Это место, где мы выросли, и, как сказать, когда мы сюда возвращаемся, для нас это постоянное вдохновение, спокойствие. То есть сейчас такое время, что, особенно в нашей профессии, и время такое, что да, в Москве больше там людей разных и так далее. В нашей ситуации это так сильно не сказывается, потому что мы пишем песни, мы выкладываем их, у нас есть люди, кто, как сказать, кто нам помогает. То есть, на самом деле, без разницы, где мы находимся, мы можем и писать, и делать весь аспект того, что должен делать артист. То есть ты вот эту онлайн-связь со своей командой не теряешь, со своей аудиторией, за счет этого вот как будто бы не ощущаешь разницы Москва и Ижевск. Разницу, конечно, ощущаешь. Это разные города. Все-таки Москва, он реально более движовый город, но в Ижевске более... Да на самом деле и там хорошо вообще. Вот честно, реально. Ну, здесь природа, по крайней мере, поспокойнее. Нет такого кипиша и проблем с парковками. Как минимум, им Да, отметить. да. Но там очень все обустроено в Москве, то есть, что людям комфортно заказывать и так далее. То есть, на самом деле, без разницы. Сейчас просто есть некоторые моменты, из-за которых мы должны быть здесь. Какие из... Пусть будет отечественные исполнители, с кем бы вы хотели фитануть? Русскоговорящие, вот так пусть будет. Русскоговорящий. С кем бы мы хотели фитануть? Сейчас скажу. Я Это сейчас скажу. сложный Я вопрос. сейчас скажу.
Ты что-то Хотел знаешь, бы- ты как будто что-то знаешь, но молчишь. Конечно, хотелось, Да. хотелось бы с Муслимом Магомаевым мне сделать фит. Это была бы честь для нас с братом. Согласен. С Муслимом Магомаевым хотелось бы сделать, с великим артистом. Это вообще человек, без которого мы не стали музыкантами, я считаю. просто. Леонид Агутин, кстати, тоже Да. интересный человек. У меня сейчас мозг взорвется просто. Серьезно? Типа, я думал, вы сейчас будете молодых исполнителей называть. Вау. Да, не факт, что с нами молодые как бы захотят тоже как-то коммуницировать. Мы не уверены в этом на самом деле. Ну окей, даже если без фита, просто вы респектуете им, вы говорите, что они делают хорошие текста, у них глубокая музыка. В целом нам нравится эта музыка. Просто я думал об этом, и то есть у меня были Ну, некоторые... у ЛСП мне иногда, но не отечественные, белорусские, какие-то текста нравятся. ЛСП, конечно, да, это тоже мы на нем выросли. Не все песни, ну, в плане там текста мне нравится. Самое начало истории. Я на твоем миллионном канале дам второе интервью. Куда вы сейчас идете, к чему стремитесь? На самом деле, после большого перерыва, который у нас был, мы, конечно, выпускали песни и так далее, но с какой-то борьбой, ну, я сам для себя скажу, я сталкиваюсь часто с борьбой в голове, какими-то плохими мыслями, и борюсь с этим очень, ну, каждый день. И сейчас, после долгого перерыва, я чувствую, что ну, в себе силы, и чувствую в нас силы, что мы сейчас можем делать еще больше, что мы готовы работать еще больше и дать этому миру со своей музыкой еще больше. То есть выпускать больше материала, взаимодействовать с аудиторией, выходить в социальные сети. Вот. Это коллаборации, какие-то больше подкастов и Да, шоу? больше шоу, больше подкастов, больше музыки, больше концертов, больше взаимодействия, потому что на самом деле вот то есть с самого начала и вот до этого момента, много всего было, много всего. И вот это тоже это нас научило многому, сделало нас в каком-то плане сильнее и мудрее. Как пришли к тому, что нужно больше в медиа выходить? Как все это объяснить? Да мы всегда это понимали. Да, просто по желанию как-то это делали, скажем так. Да, и иногда, честно говоря, было тяжело вообще мне общаться там с кем-то в социальных сетях. Много всего было всяких там и предательств, и всякого... Лицемерие. Знаешь, вот, честно говоря, не люблю про это говорить, но раз вообще тема зашла, то многое поняли, многое приняли. Немножко я жил как в розовых очках, если честно. Про этот мир у меня были розовые очки. Не думал, что там кто-то меня может пользовать. Верил близким. Смотри, это все как начинается. Во-первых, я ненавидел все в себе. Я не мог смотреть на себя. Знаешь, на самом деле, я скажу так, если откровенно. Во мне была нездоровая рефлексия. Если бы не брат, не знаю, что бы со мной случилось, если честно. Потому что многих людей, которые были с нами, и мы потеряли, и многих даже слушателей и фанатов, которых я любил всем сердцем, их больше нет. Люди многое не знают о нас, люди многое не понимают на самом деле. Надеюсь, сейчас мы сможем это донести миру, вообще, что мы чувствуем, что мы думаем по поводу еще раз того, как это внутренний диалог, это на самом деле вот эта рефлексия, это, назовем это существо сатаной. Я боролся с ним, я бы сказал так. Я боролся с демонами в своей голове. Я боролся с демонами в своей душе все это время. И посредством, в первую очередь, конечно, Всевышнего, близких, сейчас уже правильных решений, которые я принимаю и перебарываю, что, я стал сильнее в этом плане просто. Мы должны, на самом деле, не гасить друг друга. Вот очень многие люди, которые в социальных сетях как на кого-то подписаны, на артистов и так далее, вы знаете же нас. Многие, кто там на нас подписан и кто там смотрит за нами, они же все равно понимают, что некоторые сложности бывают в жизни. И у них, и у нас надо, поддерживать друг друга. Я стараюсь сейчас в социальных сетях людей поддерживать. Я стараюсь людям как-то... Я чувствую, что наше присутствие с братом в социальных сетях для людей, на которые на нас подписаны, мы даем им счастье. Они нам тоже дают счастье. И вот в этом сейчас сложном мире, который сейчас происходит... это не 10 лет назад то, что было.
10 лет назад был реально какой-то, просто лайт и просто реально розовые очки, да? Ну, и мы должны помогать друг другу. Мы не должны никого никогда гасить, никого. Ну, то есть сейчас уже на меня, и если кто-то гасить будет на меня, это уже не влияет. Но я просто хочу другим людям помочь. И я хочу, чтобы наша музыка с братом, чтобы она дала этому миру свет, чтобы она дала этому миру какое-то... чтобы люди как-то, зная нас, зная нашу музыку, приходили к душевному спокойствию и к тому посылу, который мы посылаем через нее. И мы не хотим останавливаться, мы хотим делать больше. Мы хотим делать больше, больше, больше. То есть все это возможно, во-первых, через диалог с самим собой, поддержка со стороны, и это чье-то чужое помощь, творчество, дело, какой-то тот же самый подкаст, и это помогает. Да, Для того, чтобы 100%. справиться со своими какими-то тараканами. Ну, на самом деле, ты просто должен делать то, что тебе не нравится. Вот это самое первое. Вот тебе не нравится что-то, ты должен это делать. То есть, например, тебе не нравится заниматься спортом, ты должен заниматься спортом. В комфорте, если парень будет сидеть как бы долгое время, есть такое сейчас популярное слово «скуф». Все как бы его используют дофига, скажем так, угорают, но это как бы не смешно вообще, типа, заскуфишься конкретно, если будешь просто сидеть, как бы. Иногда нужно просто взять себя, заставить там в холодный душ, конкретно весь стресс, чтобы у тебя ушел, если ты это чувствуешь. Ну, если ты чувствуешь какой-то нерв, скажем так. Вот. Холодный душ, зал, да, должен как-то воспитывать себя, если там никто тебя не воспитывает, там, грубо говоря. Бывает же без отцов там растут. Выходите из зоны комфорта. Ну да. Бывает, вот люди без отца растешь, вот тогда ты должен себя воспитывать, 100%. В этом и сила, как бы, и если ты это не полюбишь, то все как бы сгинешь. Получается спать в самолете. По продолжительности, по частоте. Как правильно, инь и янь или ин и янь? Что вообще ты несешь? Как будто что-то знаешь, но молчишь. Я постригся. Я вот тоже принимал антидепрессанты. Мне что-то не понравилось, брат говорит, ты что, это очень красиво. Много всего было всяких там и предательств. Вот чувствуется, что у тебя есть. Подумать в то время, что мы можем стать музыкантами. Мы выросли на Битлз, на Майкл Джексоне. Блин, я до сих пор себя ненавижу. Там черные глаза, за тобой умираю. Это как бы не смешно вообще, типа. Один парень зацепился за тачку, и тачка гонит прям нормально, и он держится. Я боролся с демонами в своей голове. Сложности, скажем так. Джаз дует. Никакой мотивации, есть только дисциплина. Жилье есть. Спокойно живем. Заскуфишься. Я люблю ходить в секонд-хенд. Я, наверное, думаю, то, что такой вопрос тоже был, почему выбрали именно такой лирический жанр музыки, но единственный ответ, на который я нашел, в странах было сказано про таблетки, что на тот момент там эти были таблетки, которые там выравнивали кожу лица, и поэтому был период, когда писалась только грустная музыка. На самом деле люди, они чувствуют, если ты как бы даже в творчестве проявляешь не свой образ. Поэтому мы вот как-то, у нас не было какой-то схемы по этому поводу, вот давай будем лириками, то есть мы как-то просто делали, как нам хочется. Но когда-нибудь рефлексировали, почему именно ушли туда? Вот, уже после? сам посмотри, если тебе будет грустно вот трек. У нас же, это же, как сказать, мы и такое можем делать. На то более комфортно. Нет. Просто в творчестве рациональное мышление, оно не всегда как бы, именно когда ты пишешь трек, оно должно быть в меру, то есть ты должен вот самый баланс поймать, по нашему мнению, между рациональным мышлением и просто тем, как тебе вот хочется. Поэтому тоже по этому поводу вообще не задавались. Как эта музыка пишется? Вы идете и в заметки набрасываете какие-то строки, или сначала придумывает бит один из вас, и второй уже подхватывает строки? Как это происходит у вас? Вот Всегда и по-разному. так, как ты сказал, вот и то, все по-разному. Когда в потоке, когда мы каждый день пишем музыку, например, то это просто постоянный поток, то есть ты со всего берешь вдохновение, это у тебя постоянно в голове процесс того, что тебе надо писать музыку, того, что тебе... То есть, когда ты входишь в поток, там уже просто даже не помнишь, как что и как пошло. В основном мы приходим на студию, типа, и вместе делаем, это именно когда вот поток. А так, скажем так, в обычные дни, то там я что-то скину на фортепиано, он что-то скинет, какую-то аранжировку или текст. То есть у вас, получается, вы поток этот сами создаете? У вас нет такого, что посреди ночи просыпаетесь с горящими глазами? Было. Такое Тоже бывает. Бывает, что ты лежишь и просто вау, типа какая-то мелодия, и ты ее сразу записал. Например, у нас «Унесенный ветрами» трек получился. Вот вайп этот. У нас есть трек «Унесенный ветром». Прям за ночь сделали аранжировку, помню.
прям за ночь. То есть я лежал, ну, что такое вообще? Вообще, это вот я помню, первый раз у меня вот так было. Это не часто, конечно. У вас в соцсетях какая статистика именно русскоговорящих и не русскоговорящих? Я замечаю, что вы все там сторисы, большинство сторисов вы там дублируете на английском языке, у вас музыки очень много на английском языке. Какая статистика по аудитории? Глеб, на самом деле, вот у нас сейчас в социальных сетях такая ситуация, что как и Россия, и весь мир слушает. То есть вот мы не можем сказать тебе, что там конкретно какая-то страна больше слушает. Просто вот мы выкладываем музыку, и вообще и нашу старую музыку слушает просто весь мир. То есть вот там от Центральной Америки, Мексика, Бразилия, до Индонезии, там до арабских стран, там Ближний Восток, Иран, Африка, там даже вот Германия, и Россия, Китай. То есть, ну, Россия и СНГ это понятно, это изначально. Но вот это такого, чтобы тебе точно сказать, просто сейчас вот такая ситуация, что слушают с разных стран. Я у многих гостей на интервью спрашиваю, что нужно сделать России, чтобы нашу музыку, наши товарами пользовались за рубежом чаще, больше. То есть у нас было гораздо больше брендов представлено за рубежом, знали больше. И изучая вас, я подумал, что это очень круто. То есть это большой шаг вперед, я думаю, в музыкальной индустрии, как минимум для России, точно. То есть когда мы пишем только на русском языке, мы закрепощены, как бы у нас слушает локальная группа людей, а когда на английском, вас слушает весь мир. Это же очень круто. Невероятно. Вы специально это сделали или вам тоже было так комфортно на этом языке Это писать? комфортно, это на самом деле, видишь, мне кажется, у нас получилось это потому, что мы сборище разных культур в себе собрали. То есть и вообще разного опыта. Потому что все-таки у нас вот на самом деле вот очень много людей нам пишут, что мы учим из-за вас русский язык. Из-за вас мы учим русский язык, постоянно пишут. Это круто. То есть постоянно нам говорят то, что из-за ваших песен я учу русский язык, и мне так нравится русская культура. Особенно очень в Китае нравится, вот нашим китайским слушателям нравится русская культура. У них какой-то вайб, наверное, вот этого Советского Союза, вот это все у них же тоже, ну, как коммунизм, грубо говоря. Мы как меломаны, вот именно наша музыка, она многим может понравиться. И восточному человеку, и азиату. То есть как-то и биты, как-то вот что-то знакомое для людей. Там. Я думаю, так. А что сделать, чтобы чтобы наши песни становились еще более популярными в российской индустрии? Я думаю, что ничего делать не надо. Просто надо выпускать песни. Много российских песен все равно популярны за границей, как ни крути. У вас много песен, которые вы, послушав других артистов зарубежных, что-то новое принесли в Россию? Или наоборот, вы больше как бы отдаете, сочиняете, сами придумываете и отдаете за рубеж? Как вот? Ну, никогда такого не было, на самом деле, чтобы мы как-то осознанно брали какой-то референс и вот давай сделаем вот точно такую же, там, я не знаю. Но это же драм-партию. практикуется. Да, это многие артисты говорят так, конечно. вот там вот, типа там Future с Weeknd'ом там сделали фиток, давай это Future, я Weeknd. Да, да. Да, не знаю. Да и никто не отрицает, что это работает, это уже Это- больше желание. Да, это в этом тоже ничего такого нет. А английский вы специально учили под творчество или вы его где-то до этого использовали? У меня с английским, вот я занимаюсь этим сейчас. Каждый день учу и хочу улучшить его. Вот у меня не прям все хорошо с ним. Просто, наверное, из-за того, что много английских песен слушаем, более-менее произношение какое-то есть. То есть вы те люди, которые помогают слушать английскую музыку и за счет этого учить язык? Не, ну Рауф пишет даже на английском. Вот это я сам за себя сказал. Ну да, вот, то есть на каком-то очень минимальном уровне, как бы понимаю, знаю. Он скромничает. Ну, то есть можно писать музыку на английском, но при этом не до конца, там, не идеально, не C1 знать язык. Да, вот, ну даже трек «Я люблю тебя», вот мы когда сочиняли, там же есть. Не палится совершенно, что вы язык не знаете. Ну мы вот просто очень много английской музыки прослушали за свою жизнь. Ну, R&B именно, который, ну, американская R&B 90-х годов там. И мы выросли на Битлз, на Майкл Джексоне. То есть это как ни крути, это у нас заложено. Вот даже вот в песне «Я люблю тебя» там есть момент, который на английском языке, он просто, Рауф его, ну, типа, просто
тоже он в потоке его сочинил. Oh, my lover, I belong to you. Очень легкий как бы смысл, но как-то идет. То есть у нас часто просто что-то на английском идет. Вот. Я почти растаял, я сейчас услышал, как ты вживую поешь. Это, конечно, было вообще прекрасно. Блин, круто. Адреналин Стадиум получилось собрать? Нет. Какой самый топовый концерт был в вашей жизни по энергетике, по количеству людей, может быть, как хотите? У нас, знаешь, тогда это 3-й был концерт за сколько? За 5 месяцев в Москве. Не успели восстановиться еще эмоционально. Это был вообще тяжелый концерт в Адреналин Стадиум. Тяжелый, потому что это open air, и было тяжело вот эту мысль какую-то свою творческую донести? Или... Ну, там в туре просто очень, ну, как сказать... График сейчас. Мы отдавались очень сильно. Реально очень много репетировали. И я помню даже вот, что когда выходили на сам концерт, думали, блин, сил-то вообще не осталось. Но когда вышли, уже получили энергию. Больше забирает энергии, когда стадионы такие, или больше отдаете? Когда выходишь на сцену, ты видишь большой зал, наоборот, мне кажется, любому артисту хочется на 7 тысяч человек такую же энергетику как бы передать. Поэтому у меня много раз было такое, что я там уставшим себя чувствовал, там, не выспался в самолете, еще что-то, и выхожу, и вообще спокойно. Все это как-то забывается в голове. Получается спать в самолете? Привыкаешь? Сначала не получалось, потом да, привыкаешь как бы. Какой самый жесткий тур был? Вот вы сказали сейчас про Москву. Вообще по продолжительности, по частоте, какой самый был такой насыщенный тур, тяжелый? Ну, наверное, вот этот самый такой был тяжелый. Сколько городов было? Знаешь, у нас тогда вот эти 5 месяцев постоянно какие-то были выступления. И это что-то вот такое было. Просто постоянные выступления. Ну, 2 тура, около, я думаю, 30, наверное, да, в точно. целом. И каждый перелет, сколько там получается день, да, даже иногда дня нету между перелетами. То есть иногда сразу же Бывало и подряд. такое, да. Там уже вообще самолет не чувствовали. Для вас, я так понимаю, самое важное, чтобы вас слышали, и ваша мысль смогла менять как-то к лучшему мир людей или жизнь 100%. людей. Конечно, это вообще наша цель жизни, что мы пришли на этот свет и хотим как-то сделать его чуточку лучше. То есть, чтобы когда ты уже будешь человеком пожилым, чтобы ты не жалел, что ты что-то сделал не так. Изменения мира начинаются с изменения там, себя, семьи. И вопрос, как там, перенося на материальный план, как удалось улучшить жизнь родителей, свою жизнь, если про материальное именно говорим, про деньги, какие-то там дом, машины, что-то такое. Удалось приобрести уже? У нас, да, но слава богу, у нас все стабильно, то есть в этом плане. То есть все хорошо, там и машина, и жилье есть, слава богу. То есть у нас нет проблем в этом плане. То есть просто спокойно живем. Есть какая-нибудь мечта, желание поехать за границу на какой-то исключительный концерт для вас и самим побыть там гостями? На самом деле мы были на концерте человека, который как бы симпатизирует вот Людовика Эйнауди. Если кто-то знает, такой есть вот неоклассик. Я слышал, но никогда не слышал его творчества. Ну, я думаю, что слышал 1+1 фильм. Там, А, конечно. Там его вот трек играет, да. Вот. Я сейчас даже не знаю, на кого бы я хотел поехать. Раньше было такое желание, сейчас у меня лично нет. Ну, на Тентасьона я бы поехал, если бы он был жив. На Джексона, да. Да, даже, вот знаешь, типа, есть артисты, которые просто изменились, которых мы любили. Тот же самый, там, Сэм Смит, он вообще сейчас другой человек. Он сам изменился или творчество изменилось? Он сам изменился. То есть он, ну, пропагандирует просто грязь, там, и сатанизм какой-то. Прям лютый, откровенный. Ты помнишь, что весной исполнилось 17 лет? Ты убежала и оставила лишь силуэт. Я не думал, что забуду все в один момент. Тогда казалось все навечно. Сновидения продолжались в моей голове. Уровень бабочек внутри становился сильней. Это видео. Нажимайте, оцените. Оценим меньше, потому что они вместе. Послезавтра состоится наш концерт. Ты убежала и оставила лишь силуэт. Я не думал, что забуду все в один момент. Я не думал, что забуду о тебе. Ты помнишь, что весной исполнилось 17 лет? Ты убежала и оставила лишь силуэт. Я не думал, что забуду все в один момент.
чего делать у себя на Ютубе онлайн-концерт? Это было специально как это ход, что те, кто не может прийти на концерт, позволить себе, или это что-то другое было? Да и то, и другое. То есть это был же коронавирус. То есть тогда люди жаждали концерта, и вот мы сделали. Не хотели специально какую-то студию арендовать, там, сделать это все как по-настоящему, как будто люди там, вы на сцене стоите, а люди как будто дома сидят, но при этом зрители. Прям в то время, когда мы делали это, вроде не прям развито было. Ну, то есть мы, по крайней мере, не знали об этом. Да и мне кажется, вот то, что просто прямой эфир, где ты поешь песни, это даже более приятней людям, чем просто ты имитируешь концерт. Я надеюсь, что сейчас меня никто не обвинит в каком-нибудь национализме или нацизме, но я замечаю, как и все, я думаю, в последнее время, что очень много популярных людей становится с Кавказа, с Казахстана. Вот, очень много сейчас популярных в России артистов становится. Это какая-то тенденция или с чем это связано? Как вы замечали это? Как вы это объясняете, возможно? Веяние пошло именно после Мияги и Эндшпиля, как будто бы. Мне показалось так. Ну, нравится просто эта музыка. Ну, она, как тебе сказать? Она другая. Она другая, она интересная. Нет, ну не то, что... Я имею в виду, что... Ну, просто цепляет, наверное, я вот так думаю. Это цепляет. Есть бойцы UFC просто, которые тоже как-то более, ну, своим присутствием пропагандируют как-то это. Но я помню просто... Я, короче, к чему все это говорю? В детстве я помню, что тоже всегда нравилось это все. То есть я помню там «Черные глаза, за тобой умираю». Ну, то есть нравится такая музыка, она расслабляет, она типа людей... Легкая. Она легкая, она зажигательная, то есть в то время вот такая музыка была популярна, просто она развивается. Просто вообще, в принципе, культура развивается, и страны между друг другом обмениваются музыкальным опытом. То есть это, ну, имеется в виду Казахстан с Россией, например. Российские артисты с Казахстан, Казахстана. это, мне кажется, это скриптонит стал опять же открытием. Если мы... Жаркалеб, Скриптонит. То есть это все, то есть это реально, это просто вот все, что сейчас происходит, это мультикультурность и... Ну, это творческий обмен, как бы, да, постоянно. между регионами России. Либо я раньше в этом не был, в этом поле зрения, либо этого не было. Вот я к чему. Почему я заметил, что это как будто изменилась ситуация. Раньше как будто этого не так много было. Раньше не так много было, потому что, ну вот, Время все равно же было. идет развитие. То Да. есть все равно и социальные сети развиваются, и каким-то паренькам с того же Северного Кавказа, или же там кому-то из Казахстана, там, даже вот с каких-то маленьких городов, легко взять ТикТок или же ну, просто в интернет залить свою музыку, и она может просто попереть. То есть это, я думаю, от этого зависит. И у людей появились студии, то есть не везде были музыкальные студии, не везде можно было записать музыку. Столько тайп-битов, столько аранжировщиков, все развивается, просто все развивается, и Кавказ и Казахстан, это, ну, они просто тоже есть в культуре, я думаю, с самого детства поют люди. Как вы относитесь? Ни разу не слышу, что вы называли, хотя для меня это тоже стало, как я сказал, открытием. Эндшпиль, Мияги, как вы к ним относитесь? К их творчеству, к их клипам? Отлично. Отлично. То есть С для вас стало уважением. что-то новое? Когда вот они пришли, для вас стало что-то новое в музыкальной среде? Конечно, я помню, мне было 14 лет, и я услышал там трек «Дом» у Мияги. Тоже как много английского принесли тоже в русский язык. Я благодаря ним стал английский язык подтягивать свой. Вот. Когда ты Look at the Scars, там, читаешь эти строки и думаешь, блин, о, интересно. Они были 100% как одни из первопроходцев. Как бы вы поступали, если бы творчество на данном этапе не приносило бы вам деньги на существование? Я не знаю. Мы доверились, на самом деле, Богу, и вот. На самом деле, вот мы доверились Богу, и у нас как-то все и вышло. У нас вообще, вот, на самом деле, такая философия жизни, что мы не всегда делаем что-то как бы ради материального. То есть из-за этого мы можем не писать, ну, не писали вот конкретно какие-то вещи, которые нас просили делать, и мы просто как бы доверяли своему ощущению. То есть вот я не хочу, я не делаю, если у меня будет хит, там будет, не будет, не будет. Вот, мы очень часто приходим к таким мыслям. Но на самом деле сейчас мы понимаем, ну вот, это я сам сейчас скажу, что если мы хотим донести до людей свою мысль, что все-таки надо это масштабизировать и людям давать то, что они хотят. Но сейчас и желание есть, а тогда как бы не всегда было желание. Вот Да, из-за многих ситуаций, на самом деле, и болезнь была, то есть я очень долго болел, там, и психологически, и ментально, и физически,
И, На фоне нервов все это. ну, наверное, да. Я вообще, честно говоря, был в шоке, что такое бывает. Почему Ну, у всех сейчас вот на самом деле панические атаки? Потому что люди, ну, поддаются сами этому. Как бы, если ты будешь сам себе говорить, что этого нет, что на меня ничего не влияет, на тебя не будет это влиять. Это по-любому рабочая тема. Как бы. Просто, Можно 100%. ну, если такие практики используют такие люди, там, как Криштиану Роналдо во время стресса, то это по-любому, ну, что-то даст. То есть он стоит, допустим, перед ударом, говорит себе: я сейчас забью, я самый лучший футболист. То есть, как бы, и это аффирмация называется. Вот это, как бы, если работает, то нужно этим заниматься. Мы считаем, как бы, нужно и духовно, и психологически всегда вот себя, если ты парень, подбадривать, если ты как-то проседаешь, грустишь, еще что-то такое, и у тебя там паничка. Почему-то вот психологи даже это не рассказывают. То, что нужно как-то же себя самому тоже подбадривать, если ты парень. Психологи это не рассказывают, они тебе антидепрессанты только выписывают. И не всегда это работает. я вот тоже принимал антидепрессанты в одно время. То есть, но это мне вообще не помогло. Кому-то в жесткой ситуации, да, окей, поможет. Ну, и но- может, это плацебо, то есть самовнушение. Да. Кто знает. Да, ну на мне я начал применять, да, я стал рыбой такой прям, типа, но там сейчас я понимаю, что есть разные вещи, из-за которых человек может выйти из депрессии. Кто-то нуждается реально в этом. Для меня это было, ну кушай нормально, занимайся спортом. Просто люби свою семью. Там. Это вот меня как-то тоже вот мне помогло восстать. То есть есть парни, которые создают семью, и у них депрессия уходит, потому что у них появляется маленькое чудо. То есть я думаю, что вот, например, наши родители реально вот эти трудные времена из-за нас вывезли. Вот не только наши, вот имеется в виду 90-е. Многие люди из-за детей, они видели в этом счастье. Да, была цель, было счастье. Самое начало истории. Я на твоем миллионном канале дам второе интервью. Я хотел спросить, как писалась песня «Вечера». Я помню те вечера. Мы жили в хрущевке вдвоем. Помните, как, из чего она складывалась? И вы сказали, что она больше интересна, более взрослой аудитории, да, такой более осмысленная, как будто песня, чем Ей детская. более просто... Имею в виду, что им тоже понятно, я думаю, это. Потому что когда мы показали эту песню маме, мама заплакала, например. То есть ей это... Она такая, ну это как будто моя жизнь просто. А вот для нее это про что было? Про ее жизнь, что они жили в тесном месте с отцом. Там, и вообще, ну, наша семья жила, в принципе, в тесном месте. Вот. А писалась она так, что я сыграл вот эту мелодию. И мне что-то не понравилось. Брат говорит: ты что, это очень красиво. Я говорю: да не. Он настоял на том, чтобы мы сделали песню. Мы написали текст, сделали аранжировку, вот так она родилась. По факту, если Браво не настоял, то вообще бы не было бы этой песни. Многие артисты, с кем я общаюсь, они говорят о том, что, ну, музыканты, когда они пишут песню, обычно выстреливает та, на которую они вообще меньше всего ставку делали. То есть они думают, что, господи, тут же вообще ничего нет, и их просят оставить. Говорят, что оставь, нет, это очень круто. Они оставляют, она выстреливает. Вот я такое очень часто слышал. Музыкант смотрит с точки зрения какой-то сложности, скажем так, там, гармонии, инструментов и так далее. А обычный слушатель, он как-то... Его цепляет то, что просто. То, что сложно, там джаз и Моцарта не все понимают. А какую-то попсу, где 3 гармонии, ну, 3 аккорда, да, в гармонии. Просто это более понятно, вот и все. Многое нашел, смотрел, что вы достаточно стильно одеваетесь, как по мне. Это сами, девушки, ваши родители? Как, откуда этот вкус вообще? Да тоже сами. Спасибо за комплимент. Это правда круто. То есть я видел шоу, например, там, на ВК-фесте, когда вы приходили на Energy Radio, я думаю, что очень сильно были одеты, да. Знаешь, мы не даем как-то... Мы даем, я бы сказал, мы даем себе свободу в выборе одежды, и нам без разницы, где ее покупать. То есть мы можем ее купить в секонд-хенде, мы часто одеваемся. Ну, я сам за себя скажу, я люблю ходить в секонд-хенды. Я люблю что-то там искать. Я люблю и классно, ну, типа, от чего-то... То есть я люблю сочетать. Я люблю сочетать. Например, в секонд-хендах есть такая одежда, что ну, нигде ты ее в магазине не найдешь. Про выступление на ВК-фесте. Я вот в чем был одет, это все из секонд-хенда.
На самом деле я ходил в детстве в секонд-хенд, меня бабушка приучила к этому месту, и ты заходишь там за 150-200 рублей, там еще зависит от понедельника, вторника, среда, пятница, заходишь, ты можешь там какую-то немецкую фирменную вещь Nike подобрать там за 200 рублей, и для меня тогда это было вау. Потом появилось окружение, ты уже как бы стал в каком-то таком социуме, в полуосуждающем, я такой думаю, нет, ну, видимо, я уже все, не могу здесь, когда ты зависишь. У нас, слава богу, все друзья с нами все еще ходят по секонду. Ну, это тоже творчество, секонд-хенд это тоже творчество. Самое начало истории. Я на твоем миллионном канале дам второе интервью. Для вас самое главное качество в человеке, по которому вы понимаете, что с ним можно дружить Ну, это хороший вопрос. и можно строить какие-то Дружить. партнерские отношения. Ну, дружить и партнерские это разные вещи. Можно разделить, окей, как скажешь. Дружить. Вот я не могу долго общаться с человеком и дружить с ним, если у нас разные ценности, вот как раз таки. То есть, и он какие должен быть ценности должны быть? интересным. Какие ценности? Ну смотри, для меня самое главное, когда, допустим, ты о чем-то разговариваешь интересном, дискутируешь о чем-то, чтобы человек как бы умел правильно реагировать. То есть, если ты ему аргумент даешь, и он не может как-то это, допустим, перебить, да, скажем так, и он остается на своем, понимаешь? И мне вот такие люди неинтересны, они уже не развиваются, им как удобно, они вот сидят. Ну, допустим, это же банально, что нужно, там, грубо говоря, в 27 идти работать, да? Уже давно уже пора идти работать, зарабатывать. Ну, в Ижевске как бы по-разному бывает. Типа в прозаичных городах люди там могут не работать, это выбор каждого. Но если мой друг, я хочу, чтобы он меня развивал, я его развивал, чтобы у нас был конструктивный диалог всегда. И, естественно, ценности. Ну, ценности, ну, как сказать, для нас как бы существует добро и зло. Есть люди, которые как бы разные философии, да, но для нас это очевидно, что существует белое и черное. Как бы это просто удобная позиция говорить, что ну, нет добра и зла, для тебя это добро, для него зло. То есть это все очень легко как бы опровергается. И поэтому человек, который со мной дружит, он должен как бы быть, ну, идти либо к белому, либо к черному со мной. Вот. Если он всегда делает, как ему удобно, там, говорит, что есть, там, не знаю, дружба между женщиной и мужчиной, там, еще вот какие-то такие вот вещи, которые, ну, очевидно, что никогда это, ну, ни к чему не приводит, ну, скажем так, здравому, да. Ну да, даже вот это, например, ну, вот про если разобрать, то частенько кто-то кого-то френдзонит или пользует в этих отношениях. То есть это, ну, это... Просто удобная позиция. И также само говорить, что нет добра и зла, это в общем удобная позиция, вот и все. Это, как сказать, когда человек пытается на двух стульях усидеть, и вот мне вот такие люди, ну, как бы не нравятся. Как можно вообще без четкой позиции уверенной быть уверенным в себе вообще в целом? То есть, если вот, ты не знаешь, вот ты, получается, просто физическое тело, то есть у тебя нету мыслей, к чему ты идешь, зачем ты живешь. Ты, получается, просто инстинктивное существо, и от животного ничем не отличаешься. Очень хорошо подметил, касаемо того, что ты должен иметь ценности, на которые ты опираешься, чтобы иметь какой-то... Ну вот сейчас вот такой мир, к сожалению, что везде как бы наоборот пропагандируют свободу во всем, делай, что хочешь, как бы. Вот, ну, выбор каждого. Как вы относитесь к судьбе, когда вы понимаете, что есть Бог, есть там судьба и предопределено, но при этом на пути, когда вы идете к какой-то цели, встречаются трудности? По моей практике, не каждая трудность говорит тебе о том, что нужно остановиться и не идти туда. Если бы я так сделал, я бы сюда бы не приехал, у меня было на это там 6 барьеров таких. Что ты хотел сказать? Я хотел послушать тебя. Спасибо, брат. Спасибо. Если я увижу трудность, я буду гнать на нее. То есть я буду на нее давить. И, то есть я не буду бояться ее. Трудность – это твое испытание. Ты должен просто изо всех сил стараться вот сделать правильный выбор, когда у тебя стрессово. То есть если у тебя стресс, ты должен сделать правильный выбор, ты должен делать. Just do it. Никакой мотивации, есть только дисциплина на самом деле. Я вот всю жизнь на самом деле жил на дисциплине. В один момент у меня почему-то какой-то вот, как сказать, сломался процессор, я так скажу. То есть я что-то вообще поплыл. А сейчас опять вот я понимаю, что просто вот дисциплина решает. Ну, то есть это судьба, то есть, ну, какое-то вот необычное проявление судьбы. В общем, все равно у нас все не так однозначно, что судьба это вот просто вот предопределено, а ты сиди и жди как бы с неба золота. То есть препятствия нужно всегда прорывать или нужно все-таки... Ну, есть выбор все равно у тебя.
То есть есть судьба, то, что предопределено, но при этом у тебя есть выбор, как бы, что пить, то есть молоко или вино, грубо говоря, да. То есть это все вот так вот на балансе. Не все так просто, что вот ты родился там сыном фермера, все, ты будешь сыном фермера, сиди и жди, сиди и просто пахай поля, не знаю. Все вот не так Как это однозначно. чувствовать, получается, когда нужно сделать движение, да, в сторону к своей цели, а когда ты понимаешь, что, ну, встретилось препятствие, ты такой, а зачем оно встретилось? Может быть, это не мое, и мне вообще как бы туда не нужно. То есть это препятствие, я думаю, это такая, когда тебя жизнь спрашивает, а ты точно туда хочешь или нет? Да, Может быть. Ну с вот одной стороны. на самом деле самые дисциплинированные люди, самые вот великие, которые чего-то достигли в жизни, их знают там весь мир, они любое препятствие они не пропускают. Да. Не пропускают, Идут любое. за них. Ну да, то есть даже вот, опять же, пример Криштиану Роналду, каждый день человек тренируется в зале. Ну то есть этим восхищаются футболисты высокого уровня. То, что каждый день человек в зале. Каждый день человек как-то себе что-то говорит, подбадривает, там, пьет воду, не пьет, никогда пьет не пил колу. алкоголь, там, не курил. То есть самые сильные люди, они еще дисциплина, это не только как бы то, что ты делаешь головой, и то, как ты к себе относишься. Чем ты уважительнее к себе относишься, тем ты увереннее в себе. То есть разные ситуации есть, там, которые, допустим, не нужно терпеть парню, да, с детства. То есть нужно как-то характер свой развивать. Какая была самая, такое слово подобрал зашкварное, пусть будет, яркая, запоминающаяся история из ваших выступлений, связанная, может быть, с вашей узнаваемостью, которую, вот, знаешь, прям запомнил, что, блин, ну это вообще было, конечно, ужасно. Такое было что-нибудь? Такое, знаешь, что если поразмышлять, ну, это из ряда вон выходящее. Я не помню, если честно, что-то даже. Ну, что-то такое было, типа, кто-то там в драку лез, что-то такое. Там. С вами? Ну да, там за кулисами какие-то охранники. Ну да. Ну, наверное, вот это, да, такой момент. А ему не нравилось творчество, или он не оправдал цену на билет? Что произошло? Да он просто... Ну, место было такое, знаешь... Какое-то такое, да, серьезное, скажем так. Ну, я даже не помню причину, но как-то, да, вот я с охранником просто немножко повздорил. Ну, это бывает, это на фоне стресса, перелетов. Ну, выбегал кто-то на сцену, я помню, в Нальчике, просто кругами бегал какой-то парень. Рейвить начал просто? Ну, типа на сцене тоже танцевать хотел? Типа, да. Да, там в Турции кто-то Ну вот это самое, за наверное. машиной бежал. Да, мы после концерта ехали, и просто один парень зацепился за тачку, а тачка гонит прям нормально, и он типа, держится. Это, наверное, такой жесткий. Это как в фильме, типа он на ногах стоит и из-под ног искры летят? Ну, он прям в этот лез, в окно, прям в окно лез. Но там были Сильно мимо, наш музыка друг нравится. сидел, вот он как-то его, говорит, ну успокойся, Ема, ты же упадешь. И такое было, да. Турция, какие еще были страны, помимо СНГ? Помимо СНГ, по идее, не было, но планируем. А в Турции это больше русская комьюнити, русскоязычная комьюнити, или там именно местные турки? 50 на 50. Круто. Да. Но это же очень круто. Это да, турки вообще, это очень мило, когда люди, которые не знают русский язык, знают слова на русском языке и с турецким акцентом, произнося их, кричат. Вот я помню этот момент. Я очень благодарен этому миру, что я сегодня познакомился с вами лично, что я посетил новый для себя город, в котором не был. Да. Артем, тебе тоже. Все. Самое начало истории. Я на твоем миллионном канале дам второе интервью. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.